какая красота. Алинка, смотри, это Старая Зеландия. Подожди, старая или новая? Ну какая она новая? Посмотри, здания обшарпанные. Старики ходят. Новая Зеландия – это то, где мы были без тебя. Но не волнуйся, Старая Зеландия – это мама Новой Зеландии, поэтому все лучшее Новая Зеландия впитала отсюда. Положи край мореплавателей, завоевателей. Прям как мы? Прям как мы, да, Алин. Пусть будет прям как мы. Ну, ты сейчас сама все увидишь, мы уже почти приехали. Слушай, так может прям здесь в поезде монетку кинуть? Орел. Решка. Вот я вечно что-то предложу, вот зачем? Сидела спокойно. Зачем вот это вот предложение новое? Инициатива наказуема. Это точно. Карточку давай мне и спускайся в эконом. В эконом? То есть Да. доехать мы даже нельзя здесь? Мы уже доехали, Алин. Все, давай скорее. Просто через эконом выйдешь, чтобы никого не шокировать. Спасибо большое. Рюкзачок. Все, пики. Ну что ж, Новая Зеландия. Какая ты Новая Зеландия? Старая Зеландия. Но хотя с моей золотой карты тебя обновлю. Встречай гостя. Так, остановочка. Мало кто знает, но самая настоящая Зеландия совсем рядом. Она приютилась на краю Нидерландов. Со Старой Зеландией почему-то мало кто знаком. Поэтому мы приехали разведать ее секреты. Узнать поближе ее старинные города, исследовать ее морские берега, вдохновиться на подвиги, как это делали здешние мореплаватели и первооткрыватели. И начнем мы наше большое путешествие со столицы региона, города Мидлбурга. Да уж, лето в Мидлбурге диктует свои условия. Ну ничего, я подготовленная. Прежде чем познакомить вас со столицей Зеландии, давайте разберемся, что известно об этом регионе. Итак, что я знаю про Зеландию? Голландцы – это первые европейцы, которые открыли Новую Зеландию. Ну и назвали ее в честь Зеландии. Тут был сконструирован первый телескоп. Мне кажется, это очень интересный факт. Первооткрыватель острова Пасхи был родом из Мидлбурга. Это самый низкий регион в Европе. Зеландия находится ниже уровня моря. Голландцы платят налог не только за землю и дом, а еще и налог за строительство и поддержание конструкций, чтобы не было наводнения. Мидлбург пронизан водными каналами, словно венами. По ним движется жизнь города. Дело в том, что улицы в Мидлбурге настолько узкие, что там едва 2 легковушки разъезжаются. Вместо грузовиков и автобусов в городе большие судна. Так что каналы – это мидлбургские автомагистрали. Поскольку Мидлбург пронизан каналами вдоль и поперек, лучше всего с ним знакомиться с воды. Моя яхта больше похожа на плавучую гостиную. Диван и водительское место. Но другая мне здесь не светит, потому что в Мидлбурге действуют правила, согласно которым без специальной лицензии можно управлять лодкой не больше 15 метров. И не быстрее 20 километров в час. Денег на лодку у меня нет, как и общественного транспорта в Мидлбурге. Так что бюджетному туристу лучше всего знакомиться с городом на велосипеде. Так как я буду исследовать всю Зеландию, а не только Мидлбург, я взяла себе не просто велосипед, а электро. Встречайте! Мой немецкий электрический конь фирмы Kalkhof.
класса Е-комфорт. Алюминиевая рама 60 сантиметров. 28-дюймовые двойные колеса. Кожаные сиденья. Есть спорт-режим. И максимальная скорость до 25 км в час. Ну, теперь поехали любоваться Мидлбургом. Это так прекрасно кататься по каналу Мидлбурга. Смотреть по сторонам, люди гуляют с собаками, солнышко светит. А я еду и управляю своим транспортом водным. 9 веков назад на месте города был лишь маленький монастырь. Сюда начали приходить монахи из других городов, строили новые церкви, колокольни и дома. Так, со временем вокруг монастыря вырос целый город – Мидлбург. Это город с поэтичной душой. В воде ищут свое отражение домики с большими окнами. А узкие улочки будто не хотят разделять здания, которые тянутся друг к дружке. В общем, очень милый городок. Вот сами смотрите. И достопримечательности здесь под стать этому старинному городу. Это гордость города, аббатство. С него-то все и начиналось. Ему уже 800 лет. Вокруг этого аббатства успел образоваться целый город. А оно мало того, что сохранилось до нашего времени, так еще и выглядит как новенькое. Аббатство украшает 9-метровая башня. Раньше она была для местных настоящим небоскребом, за что горожане ласково прозвали ее «Высокий Джо». А вот еще одна достопримечательность. Самое заметное здание города и самая красивая городская ратуша. Несмотря на то, что ей 600 лет, она не утратила своего шарма. А статуи бургундских правителей того времени, которые украшают окна, выглядят так, будто их только вчера установили. Ну и, наконец, самое тусовочное место. Центральная площадь города. Называется Рыночная. По выходным жители города продают здесь всякую домашнюю утварь. Очень часто можно найти антикварные вещи, о которых многие музеи могли бы только мечтать. Но вы сами все видите. Такая огромная барахолка, где можно найти все, что угодно. Очень много нужных, ненужных вещей. Еще одна достопримечательность Мидлбурга – это разводные мосты. Поэтому туристы катаются по каналам до тех пор, пока не увидят, как их разводят. В этом есть особое очарование города. К сожалению, моя лодка проходит, но мало ли вдруг повезет. Потому что очень хотелось бы посмотреть на то, как мост разводят. Пройдем, нет? Нет, нет, мы не пойдем. А? Коля ювелир в миллиметрах просто. Что за звонок? Мост разводят? Ну все, миссия выполнена. Зеландия прекрасна. И на самом деле, наблюдая только с воды, многого не увидишь. Поэтому я взял такой замечательный автомобиль. И
из окон которого я вам покажу всю красоту региона. Новенький Mercedes C-класса – один из самых маленьких роскошных седанов. Идеально подходит, чтобы смотреть на узкие улочки Мидлбурга. Погуляв по Мидлбургу, я стремительно отправилась знакомиться с Северным морем и местным пляжем. Говорят, это место для истинных ценителей красоты. Здравствуй, Северное море! Северное море – одно из самых молодых морей в мире. Оно образовалось после таяния ледников, поэтому Северное море еще и одно из самых холодных. Средняя температура воды летом составляет всего 17 градусов. А еще здесь дуют очень сильные ветра, что делает Северное море лучшим местом для добычи энергии ветра. Меня сдувает не на шутку. Мне кажется, я могу упасть, реально. Посмотри. Реально сдувает, он сдувает меня. И начинаю говорить, у меня слюни изо рта вылетают. Хоть здесь и не так жарко, но есть у этого пляжа особая атмосфера. Поездка по Старой Зеландии похожа на путешествие по сказочной стране. Если уехать подальше от города, можно встретить целое поле футуристических ветряных мельниц. Выглядит как фантастическое будущее. Но в Зеландии этим никого не удивишь. Местные очень давно сотрудничают с природой. Вот такие ветряные электростанции разбросаны по всему региону. Так рациональные голландцы используют ветер для получения электричества. Как это работает? Ветер раскручивает огромные лопасти. Они начинают вращать шестеренки, которые присоединены к генератору, в котором и вырабатывается электроэнергия. Кроме стихии ветра, голландцы решили укротить еще одну. Вот если бы вы были супергероем, какую бы суперсилу выбрали? Голландцы выбрали управлять стихией воды. Правда, это такая была больше вынужденная мера, потому что иначе бы Зеландия ушла под воду. Старая Зеландия лежит ниже уровня моря. И с каждым штормом море просто съедало по кусочку земли. Так вот, местные инженеры придумали просто гениальнейший проект под названием «Дельта». Это такая система сооружений против наводнения. Для того, чтобы оценить масштаб проекта, давайте я вам покажу его с высоты полета моего вертолета. Полетели! Проект «Дельта» — это цепочка из 13 дамб, которые словно забор ограждают Зеландию от моря. Вот, например, мост-дамба Остерсхельдикеринг. Это 65 бетонных колонн высотой с 12-этажку. Между ними есть шлюзовые ворота, которые во время шторма закрываются, а в штиль открываются, чтобы живые существа могли спокойно уплывать в море и возвращаться оттуда. А вот еще одно необычное сооружение – барьер Масланд. Это 2 маятника, которые закрываются и не пускают воду в шторм к зеландским землям. Эти ворота просто гигантские. Полкилометра в длину, 210 метров в ширину и уходят в глубину аж на 22 метра.
это чудо света. И ребята сами сделали. Никакие инопланетяне им не помогали. Это не как в Египте с пирамидами. Здесь все сами, ручками. Гениально. Достопримечательности региона посмотрели. Пора найти ночлег. Я хочу запомнить этот исторический момент. У меня всего лишь $100, а жить я буду в замке 13 века. Замок Вестхоф. Бывшая летняя резиденция местного епископа. Несмотря на то, что ему 800 лет, он в прекрасном состоянии. Более того, замок функционирует до сих пор. Только теперь в нем открыли хостел. Hello. I need a room. Алина Островская. Когда-то здесь встречал дворецкий, а сейчас ресепшн. Ой, даже рыцарь остался. Внутри вроде бы никого. Окей, thank you. Ну что ж, давайте посмотрим, что из себя представляет хостел в замке. Комната для отдыха. А раньше это была комната для прислуги. Ну, что-то мне не нравится эта комната. Так. А тут сейчас столовая. А когда-то устраивали пиршества в больших бальных платьях и жабо. И, возможно, он все видел. Раньше это был широкий холл, а они вот понастроили такие пристройки, халабуды. Теперь это хостел. Один, два. Ну вот, сейчас это комнатка для 6 человек. А раньше, возможно, это была почивальня для маленькой принцессы. Все достаточно скромно и на хоромы не выглядит, но я во дворце. Графиня Островская отдыхает. Чудесно. Вот так расчетливые голландцы в замке, где проводила лето одна семья, смогли разместить целую 100 людей. У голландцев вообще не принято сносить старые здания. У них модно использовать их по-новому. Поэтому тут часто можно встретить не только хостел-замок, но и отель-мельницу. И даже эксклюзивный отель-башня. В нем я и остановлюсь. Ну, класс. Скромно, но со вкусом. Плазма, стол, диваны, умывальник. Кайф этого номера не в его наполнении, а в том, где мы находимся. Башня Гевенгенторен. Когда-то она была и сторожевой вышкой, и маяком, и даже тюрьмой. А теперь здесь сделали ресторан и отель, всего с одним двухэтажным номером. Осмотрим второй этаж. Какая крутая спальня. А кровать какая на пьедестале. Оп. Потолок. Сказочный потолок. Там еще как будто бы звезды, такие гирляндочки. Короче, основная дороговизна номера находится здесь. А то, что было внизу, это так, разогрев. Ух ты, двухстороннее окно. Здесь запачкалось, можно, опа. Очень удобно мыть, кстати. Еще одна фишка моего номера – это выход на балкон.
Какой красивый вид. До заката еще есть время, поэтому я решила снова оседлать своего электрического коня и отправиться на поиски вечерних развлечений. Но тут меня ждал облом. Люди! Кто-нибудь! Ау! Ну где молодежь? Выходной вечер. Куда они все делись? Я не знаю, там бары, просто прогуливаться по улице, кататься на велосипеде. Где все? Оказалось, что Мидлбург – провинциальный европейский городишко, где принято проводить время с семьей у домашнего очага. Ветрено. Одиноко. Вам не одиноко? Человек, подожди! Вот ты куда? Единственное место, где можно скоротать вечерний досуг, это дорогие рестораны. Туда я и отправился. Друзья, я последние несколько дней не ел ничего тяжелого. Чтобы мои вкусовые рецепторы были наиболее чувствительны. Почему? Потому что я приехал в ресторан, у которого три звезды Мишлена. Это тот случай, когда еда на тебя будет смотреть свысока. 3 звезды Мишлен дают ресторанам за то, что их шеф-повар может сделать из обычных блюд произведение искусства. Итак, произведение первое. Салат капрезе. Классический салат капрезе выглядит вот так. И состоит из помидоров, сыра моцареллы и базилика. А в ресторане Интершкалдес капрезе выглядит вот так. Ну, если ресторан с 3 звездами Мишлена и именно так видит салат капрезе, то теперь я тоже вижу салат капрезе именно так. Вместо помидоров томатный соус. Вместо моцареллы капельки мусса из моцареллы. Вместо базилика соус песто. И все это застыло в соленом желе. Все. Что это? Это моментально растаяло во рту. Но вы знаете, какой я оттенок уловил? Рассол. Обычный огуречный рассол. Итак, произведение искусства номер 2. Лобстер. Напоминаем, лобстер выглядит вот так. А в ресторане Интершкалдес мне принесли лук. Это популярный сорт лука в этом регионе, фаршированный лобстером. Лобстер внутри? Да, лобстер, запеченный внутри луковицы. Нужно открыть верхушку лука, и блюдо можно есть. Ну что, Чиполлино, приступим? Здесь уже лобстера не получилось превратить в желе или какой-нибудь мусс, поэтому вкус мяса чувствуется отчетливо. Лобстер вкусный, лобстер он и в Голландии лобстер. Немного отдает луком, картофелем. Я прям чувствую, как мой желудок аплодирует. Кулинарное произведение номер 3. Вау! Десерт. Ваш десерт. Что это? Этот десерт называется жемчужина. И делается это так. Берут сахарную пасту, горячим воздухом выдувают из нее шар, а потом аккуратно раскаленной формой делают отверстие и бережно заполняют шар мороженым с кокосом и ванильно-ананасовым пюре. И как мне это есть? Просто разбейте шар ложкой. Разбить ложкой? Аж как-то жаль разбивать такой шедевр. Я пока собираюсь силами, собираюсь с духом для того, чтобы это совершить, потому что это так красиво,
что я чувствую себя вандалом, когда думаю о том, как разбивать эту жемчужину. Какая вкуснятина. Аж вяжет во рту. Слушай, какая здесь подача. Это нереально круто. Окей. Спасибо. Спасибо. Да, возьмите с этой карты ровно столько денег, сколько посчитаете нужным. Сколько хотите, берите. Это было так прекрасно, что я сегодня щедр. Но мало. Мало, конечно. Но вкусно. Но мало. Но вкусно. Ну мало, но вкусно. На звезды. Вообще, хорошо смотреть на звезды и мечтать. У меня был такой насыщенный день. Вертолет. Лодка вообще какая-то необычная. Ресторан какой-то, 3 звезды Мишлен. Вот я смотрю на звезды и даже мечтать не о чем. Такое ощущение, что я воплотил все мечты. Ну, кроме мира и счастья во всем мире. Вы думаете о мире и счастье во всем мире? Оп. Так звезды лучше видно. Ну так, утро бодрит. Прохладно у них тут. Ой. Доброе утро. Доброе утро. Смотри, что мне чайки нанесли. Помидоры, огурцы, сыры, лосось, яйца, булочки. Ну что, Зеландия, показывай свои секретики. Весь второй день в Старой Зеландии я решил посвятить экстремальным развлечениям. Есть в Зеландии один такой интересный аттракцион. Он единственный вообще на всю Европу. Это лодка, которая плавает на воде, под водой, даже выпрыгивает из воды и развивает скорость до 110 км в час. Короче, я понимаю, вам сейчас это сложно представить, мне тоже. Поэтому мы едем и все увидим воочию. Знакомьтесь, двухместная скоростная лодка Sky Shark. Это суперкар среди лодок. Она напичкана электроникой и спроектирована так, что при ее весе, мощности и форме она разгоняется до сотни всего за 4 секунды. Sky Shark даже своим видом говорит, что тебя ждет агрессия и адреналин. Hello. Good morning. Very good morning. Very good morning. Cool. Sky Shark. It's amazing. It's an inboard. Это похоже на какой-то подводный истребитель. Пора его испытать. Это тизер к новому Джеймс Бонду. О! Сейчас начнется самое интересное.
Ощущение в ней просто бомба. Пронизываешь волны на скорости больше сотни. Выпрыгиваешь из воды на высоту больше 5 метров. Ныряешь под воду на глубину 2 метра. Ты просто каждой клеточкой своего тела чувствуешь всю мощь этого хищника. Фух, я думал, у меня позвоночник весь в трусах останется. Очень круто. Во-первых, само ощущение того, что ты ныряешь под воду и при этом движешься очень быстро в каком-то батискафе, это непередаваемо. В Зеландии очень много водных развлечений. У меня крайне мало денег осталось. Но я могу себе позволить одно очень интересное времяпровождение. Бодислайдинг. Это покатушки с большой резиновой горки прямо в воду. И самое главное, за 14 евро ты можешь кататься целый час. И сколько раз ты прокатишься, зависит только от тебя. А когда у тебя золотая карта, ты можешь себе позволить любую активность, которую только захочешь. Вот я, например, захотел уиндсерфинг. И кататься я могу на нем, пока не закончатся деньги на золотой карте. Или пока мне не надоест. Простите, извините, я всего лишь час. Чувствую себя ниндзей. Прикольная штука! В итоге за час мне удалось спуститься с горки аж 13 раз. По-моему, это рекорд. А мне за час урока по виндсерфингу мало что удалось. В свое оправдание хочу сказать, что это не так просто, как кажется. Во-первых, это физический труд. Во-вторых, это нехилая проверка на координацию. В-третьих, здесь очень много катающихся. Ну и в-четвертых, это прикольно. Сейчас немного отдохну и продолжу. Деньги есть, время есть, так что могу себе позволить. Кроме развлечений, Старая Зеландия славится своими морскими жителями. Для того, чтобы на них посмотреть, нужно ехать в город Стеллендом. На велосипеде это далеко. Поэтому поеду автостопом. О, стоп, стоп! Thank you so much! После того, как вдоволь отдохнул на пляжах, хочется погулять по городу. Для этого я приехал в Роттердам. И здесь меня ждет одно очень интересное развлечение. Называется оно «Обзорная экскурсия по городу на автобусе». Сначала выглядит все очень обычно. Автобус едет по туристическому маршруту, а гид рассказывает исторические факты о городе. Как вдруг автобус на полном ходу въезжает в Северное море. Обычно такая ситуация сопровождается криками в салоне. Но не здесь. Здесь все радуются и аплодируют.
Вся фишка в том, что этот автобус непростой. Это автобус-амфибия. Он может перемещаться как по земле, так и по воде. Когда автобус-амфибия перемещается по воде, он использует водометный двигатель и развивает скорость до 8 узлов. Довольно быстро. Необычное ощущение. Вроде бы как бы автобус, а вокруг вода. Самая прикольная часть водной экскурсии, когда ты проезжаешь рядом с гигантскими лайнерами в порту. Вот это называется когнитивный диссонанс, когда ты из окна автобуса рассматриваешь линию фарватера круизного лайнера. Ну, по сути, это обычная обзорная экскурсия на автобусе, разве что есть маленький развлекательный элемент, это когда ты входишь в воду. А потом ты быстренько к этому привыкаешь, и все. И дальше обычная обзорная экскурсия на автобусе. Когда Джеймс Бонд выйдет на пенсию, он будет перемещаться таким общественным транспортом. Час в пути, и я на месте. Hello. Так, мы приехали в Центр помощи морским котикам. Такой приют для малышей морских котиков. Вход стоит 9 евро, но если ты богач, ты можешь усыновить морского котика. Звучит странно, но ты как бы жертвуешь 500 евро на его содержание и помощь в уходе, и потом можешь приехать и отпустить его уже обратно на свободу. Но если у тебя нет денег, как у меня, то можно прийти и поволонтерить, помочь убирать или кормить морских котиков. Посмотрите, какая фотка. Можно приблизиться к ним поближе и, может быть, даже погладить. Яночка. Окей. I'm ready. Ой, боже мой, какая сарделечка. Привет, мой сладенький. Привет, хороший. Привет. Это Центр помощи морским котикам «Эсил». Сюда попадают бедняги, пострадавшие во время шторма. Здесь им быстро оказывают медицинскую помощь, а затем отпускают в море. Иногда сюда попадает слишком много тюленей, и на всех просто не хватает рабочих рук. Вот под видом волонтера я решила поиграться с котиками. И людям помогу, и себя порадую. Это работа мечты, просто мимимишка моя. Они лежат там такие, просто такие маленькие капсулы любви. Так, все. Сейчас я соберусь и буду готова помогать. Прежде чем приблизиться к котикам, нужно одеться как в операционную. Это чтобы волонтер ничем не заразил тюленя. Ну все, я готова. Окей, окей. Рыбка, go! Окей. Мой зайчик, он очень хочет рыбу. Посмотрите на них, 3 барина. Вы напоминаете мне одного парня с золотой картой. Он тоже очень любит комфорт. Ну, разве они могут какать? Они наверняка справляют нужду бабочками. Или ванильными пряниками. Ну, это вообще... Хороший мой сладкий зверь. Ну вот как этих лапушек не погладить? No. Yeah, you can't touch the seal because it's too dangerous. They bite really, really hard, so you will get bitten probably when you touch them. Но оказывается, гладить их нельзя ни в коем случае. По словам волонтера Марли, морские котики – это все-таки дикие животные, причем хищники. Они могут очень сильно укусить и даже откусить палец. Но так для него лучше в любом случае. Он же должен вернуться в дикую природу, а я его домашнюю, он потом жить без меня не сможет. Была у меня такая история, правда, с другим котиком, не морским, ну, в общем, я вас понимаю, хорошо.
Ну что ты, мой сладкий, что? Что? Такое ощущение, как будто бы я на свидание в тюрьму пришла. Но скоро тебя выпустят. Мы встретимся где-то там, в океане. И ты вспомнишь меня. И тогда-то я тебя поглажу, мой зайчик. Да, да. Друзья, ой, что я сейчас буду прятать. Ой, что я сейчас буду прятать для вас. $100. Я, конечно, искренне надеюсь, что $100 это будет ваше не самое яркое впечатление в Зеландии. Я даже в этом уверен. Но они точно не помешают. Когда отправитесь с закладом от Орла и Решки, найдите улицу Ауде-Вержевеш. Пройдите через большую парковку, за ней в ближайшем к велоренталу кусте и спрятано наше сокровище. Изведав бескрайние просторы Старой Зеландии, понимаешь, что она не такая уж и старая, а очень даже современная. Внутри вроде бы никого. Веселая и задорная. Это тизер к новому Джеймс Бонду. И при этом она не перестала влюблять своими зелеными полями, ветреным характером. Меня сдувает не на шутку. И аристократическими повадками. Рассол. Обычный огуречный рассол. И здесь абсолютно каждый может почувствовать себя первооткрывателем, Люди! независимо от толщины кошелька. Коля ювелир. Мне кажется, это очень интересный факт. Полетели! Поехали. Довольно быстро. I'm ready. Сейчас немного отдохну и продолжим. Графиня Островская отдыхает. Скромно, но со вкусом. Показывай свои секретики. Смотри, что мне чайки нанесли. Маленькие капсулы любви. Все. Коля! Алина! Привет! Ну как тебе Зеландия? Сказочно. Зеландия сказочна. Причем я знаю, о чем я говорю, потому что я исследовал каждый ее миллиметр. Я осмотрел Зеландию с воды, под водой, Даже так. с земли, над землей. Я по-всякому. Да слушай, может быть, не всю Зеландию ты видел. На велосипеде ты объездил все города. Может быть, котиком ты наведывался, а в замке жил. А плотину видел вот эту огромную просто. Алина, а чем мы сейчас занимаемся с тобой? Мы такое ощущение, как будто бы пытаемся вот так вот. А у кого круче? А у меня круче? А у тебя? Нет, нет конкуренции между нами. Мы делаем одно большое дело. Мы показываем нашим друзьям с другой стороны экрана, насколько прекрасен мир. И, по крайней мере, в Зеландии мы с этой задачей справились на все 100, мне кажется. Объединяем наши впечатления. В одно большое. Зеландия best. Пока-пока, друзья. До встречи, ребят. Слушай, надо сюда вернуться обязательно. Да, давай не уходи отсюда просто. Все, остаемся.